Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский на связи прямо сейчас, эксперт из Беларуси. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Ну вот вчера Беларусь праздновала День независимости, сегодня Америка, вчера Трамп поздравлял Лукашенко, сегодня Путин поздравляет Трампа. И это все на фоне атаки по Петербургу. Ну вот такой, знаете, пасьянс, калейдоскоп, да, так сказать, событий. Причем все это друг с другом увязывается, и все видно. Вчера Путин как бы ответил Зеленскому. У них последний как бы период времени такой заочный диалог происходит. Зеленский говорит, что Путин не выигрывает, Путин говорит, что Зеленский проигрывает. И кажется, что нет никаких предпосылок для того, чтобы более-менее урезонить и привести к какому-то общему знаменателю позиции сторон для того, чтобы выйти на какой-то конструктив. Видите ли вы его в последнее время? Ну, если даже даты, ну там, Дни независимости или какие-то, ну вот такого рода даты не подталкивает мир к миру, то что может подтолкнуть? Подтолкнуть к миру может быть принуждение просроченного диктатора со стороны либо мирового сообщества, либо самих украинцев. И это все на фоне успехов русской армии. Но я хочу сказать, что сегодня, 4 июля, исполняется не только 250 лет независимости США. Сегодня православные празднуют День памяти святого князя благоверного Андрея Боголюбского. И, кстати, этот князь в свое время, в 1159 году, разорил Киев. Чего не бывало до этого момента никогда. До момента, когда коалиция из 11 князей, которую возглавил Андрей Боголюбский, не освободила Киев от очередного князька Самодура. Еще очень важный момент. Не знаю, как он коррелирует с американским Днем независимости и специально ли американские вооруженные силы так рассчитывали свой удар, но 38 лет назад США сбили пассажирский самолет иранский, убив 290 человек на борту, включая 16 женщин и 66 детей. Вот такие события исторические, и их тоже надо периодически вспоминать, особенно если мы хотим поздравить и американскую нацию с такой вот выдающейся датой. Теперь касаемо того, что происходит, в том числе на фронте, в мире, и можно ли принудить украинское политическое руководство, не только одного человека, не только одного. Дело ж не в одном человеке, они там все миром мазаны. Можно ли их принудить к миру? В настоящий момент я считаю, что нет. Нет никаких причин, чтобы они согласились на вот эти изменения, которые мы сейчас наблюдаем на карте. Потому что они понимают, как только они на это согласятся, им конец. Их могут просто ликвидировать даже не возмущенные украинцы, а даже, например, сотрудники собственной службы безопасности. Потому что станет вопрос, а зачем ты положил сотни тысяч людей? Если мы постоянно в эфирах, не только мы, другие спикеры, эксперты, аналитики, политологи говорили, уйди на более выгодные позиции, сохрани людей. Сохрани потенциал своей армии. Кутузов тоже отступил в Фили. Ничего страшного. Ты все равно туда откатишься. Только ценой колоссального количества жертв и ценой полного разгрома военного потенциала. Либо его частичного разгрома. Окей. Что мы видим? Мы видим, что Константиновка пала. Это мы и говорили в эфире. Помните, цитирую, не пройдет и недели, как падет Константиновка. Она пала еще неделю назад. Просто русские войска защищали подвалы, чердаки,
И уже вчера об этом объявили официально. Результаты смотрим дальше. За первые полгода освобождено 133 населенных пункта, 3000 квадратных километров. В том числе за май 636 квадратных километров. Правда, объективности ради, а мы с вами люди объективные, из этого надо вычесть территориальные приобретения украинской стороны на Степногорском направлении. И все равно мы получим итоги июня, простите, не мая, а июня. Все равно мы получим как минимум 112, это самый источник, самую худшую цифру, которую называют, до 200. Если берем сальдовку, от 112 до 200 квадратных километров в июне. Это в том июне, где украинская армия практически завершила или начала завершать военную операцию своей победой. Ну, судя по тому, что мы читали в социальных сетях. Вы же вспомните истерию, особенно на прошлую неделю. Аж Гордон выпрыгивал из портков, простите, рассказывая о том, как они побеждают. И вот закончился июнь, и вот мы видим результаты. 29 освобожденных населенных пунктов, а с начала года 133. И 636 квадратных километров освобожденных, а по сальдовке от 100 до 200. И общее освобождение за полгода 3000 квадратных километров. Встает вопрос. Да, мы еще для фактуры добавим очередной обмен тел павших военнослужащих. И мы опять увидим шокирующие пропорции. В этот раз не 40, конечно, 16. Встает вопрос. Так где ваша победа? И что будет, если такими же темпами специальная военная операция будет продолжаться? Чем вы планируете ответить и как вы планируете удержать свои позиции? Мы не забываем еще о том, что сейчас русская армия подступила к городам-крепостям, которые, вот в отличие от какой-то одной крепости, там Бахмут, да, там Красноармейск, Покровск, тут целая цепочка. Что не пункт, то крепость, залитая бетоном, вооруженная всеми образцами новейшими западного оружия, усиленная свежими подразделениями, которые Сырский бросает, наверное, с целью их уничтожения на линии боевого соприкосновения, потому что, смысл бросать, как он сейчас делает, войска, допустим, подразделения в Лиман, если ты там находишься в клещах. Поэтому, кстати, русская армия не спешит освобождать Лиман, которому осталось тоже буквально один толчок. Потому что зачем, если полезный идиот Сырский закидывает туда боеспособные подразделения в клещи? У него сейчас другая еще интересная задача. Значит, он Какая? пару дней назад сказал, что угроза с Белоруссией как бы миновала. И тоже ровно то, что вы говорили, да, вот опять-таки, причем повторяли это прошлый раз, позапрошлый раз, о том, что с Белоруссией как бы ничего не будет, если не перейдут границу со стороны Украины, да, а готовится наступление с Брянской области. Это вот вы прям методично говорили, смотрите, то есть вот как это все может развернуться. Тут выходит 2 дня назад Сырский и говорит, да, вот такая вот история, нужны новые бригады. Поэтому новые бригады есть куда применить. Эвакуацию там в Черниговской области уже приграничье провели, да и рядом соседние Сумы точно так же. То есть у нас Сумы, Харьков, вот эти области, там есть небольшие, не будем там как бы наводить жути, но тем не менее переходы границы и выстраивание там мини-плацдармов на абсолютно новых участках границы. Вы знаете, я действительно стараюсь брать примеры с вас и с ваших гостей, чтобы выдавать все-таки проверенную информацию. Аналитический опыт 30 лет позволяет предположить в том числе и разные направления удара. Поэтому
Ну, в случае Сырского, либо он смотрит наши эфиры, либо он тоже обладает какой-то информацией. Но просто не хочется превращаться в эксперта. Вот у вас был очень такой опытный, уволился с канала. Пользователи иронизировали, называли его Ганс Христиан Арестович. Вот. Поэтому хочется все-таки выдавать верифицированную информацию. Ну, действительно, брянское направление может скоро открыться с целью истощения, не с целью какого-то похода на Киев. Особо там по брянским лесам, болотам до Киева не зайдешь. Но с целью перерезания логистики, зайти в тыл к сумской группировке и растянуть участок фронта, это было бы эффективно. Что касается Беларуси. Ну, во-первых, мы увидели и услышали, что устами Сырского было опровергнута ложь Зеленского. Помните, он сказал, все демонтированы, все. И не включаются. Оказывается, стоят на месте, но и включаются, судя по словам Сырского. Но мы их нейтрализовали, сказал он с улыбочкой. Ну, хорошо, нейтрализовали, ради бога. Мы-то знаем, что что-то нейтрализовать на своей территории может только белорусская сторона. Да и потом, ретранслятор, прикрученный к вышке, это такая вещь, что после одной нейтрализации он заново прикрутится снова. Для этого, для того, чтобы он там не висел, надо добрая воля белорусской стороны, которой не будет, потому что мы как планировали, так и планируем помогать русской армии реализовывать цели специальной военной операции, потому что это обеспечивает нашу национальную безопасность. И еще очень важный момент. Вы не представляете, насколько мы сейчас стали увереннее чувствовать после возвращения президента с командировки, которой он облетел 25 тысяч километров. Мы очень себя уверенно чувствуем. Если в начале ультиматума Зеленского дело в том, что было легкое недоумение, может быть, граничащее с мандражем, потому что нужно было сверить часы с нашими основными союзниками. Теперь часы сверены. И если Зеленский хочет своими руками сделать, например, прямую дорогу до Киева, по которым будет идти тоже с таким же темпом, как и на всех других направлениях русской освободительной армии, то он может это попробовать. Для этого надо пересечь красную линию. Я думаю, что военно-политическое руководство его отговорило. Поэтому будет такой пинг-понг в качестве атак легких ретрансляторов. Но, наверное, Зеленский все-таки свою эту глупую мысль пока отложил. Пока отложил. Вообще он ее не убрал. Британские кураторы и европейцы не дадут ему убрать эту мысль. Но он ее отложил. И еще важный момент. Когда мы хотим нарисовать картину и ответить на вопрос, вот что может принудить к миру, да? А может ли принудить к миру, что 2 июля, по данным агентства Bloomberg, украинская сторона впервые запустила новую ракету «Фламинго ФП-9», которая летит до 850 километров и примерно 800 килограмм несет боевого заряда. Впервые 2 июля. Понятно, что силами украинского ВПК такую ракету не произведешь. Они все собирают по принципу конструктора Лего. Они собирают и F-16, да, в этом подльвовском городе, населенном пункте, и по принципу, да, там, Лего, и собирают также ракеты. Перекрашивают, да, значит, перефарбовали, как у нас говорят, перекрасили ее в красивый цвет фуксия. Вот, и выдают как бы за свое производство. Мы прекрасно понимаем, что это британская ракета, совместно с союзниками сделанная, с компонентами. И, конечно, вот этот пробный пуск вызывает определенную опасность. Вот помните, я тоже это говорил, буквально прошлый эфир. Говорю, сразу они не дадут дать по Крымскому мосту. Они будут тестировать по одной штучке.
по одной штучке. Полный пакет они начнут давать попозже, к 27-28 году, потому что они тоже не успевают перестроиться, и они увидели, что Россия начала адекватно отвечать. Что Путин возвращается, что Путин стал прежним, что Путин выдвигает новые условия. Но тестово протестить они могут. И это гораздо ракета, хочу сказать, что гораздо опаснее вот этих Ан-196 «Лютый» беспилотников, коих Украина в ежедневном режиме направляет на Россию. Она гораздо хуже перехватывается, и она несет в себе гораздо больший заряд. И, конечно, у российской ПВО, и не только ПВО, но и у российской инфраструктуры могут появиться более серьезные проблемы. Смотрите, два уточнения. Уточнение номер один. Это об уверенности Беларуси, да, то есть, Да. а что такого произошло, тоже непонятно, потому что вам же можно возразить и сделать это, ну, как бы публично. Очередной автобус Так. был атакован в приграничье российском, который рейсовый, с Минска шел на юг. Ну и что мы им, какую реакцию мы имеем? Призыв белорусских властей к белорусам не ездить по приграничью России. Ну, как говорят, с сарказмом потужно. То есть уверенностью как бы особо здесь после вот этого эпизода и не пахнет. А второй момент, который я хотел бы уточнить, так а что за новые условия Путина? Что-то, может, кто-то пропустил? Вот. Хорошо. Значит, на первый вопрос говорю. Вот, кстати, вы очень точно сказали цитату государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, потому что некоторые ресурсы, в том числе украинские, начали перевирать, что будто бы он сказал «не ездите в Россию». Нет, он сказал «не ездите в приграничные к Украине районы России». Брянщина, Курщина, прежде всего. Это все понятно. Теперь по поводу потужного ответа. Ну, у нас же есть красная линия. У нас есть красная линия, государственная граница. Вот эта красная линия, в случае ее нарушения, приведет к тому, что режим Зеленского начнет загибаться еще и на вот этом вновь открытом Северном фронте. Что касается происшествий вдоль границы, происшествий на каких-то других странах, может быть, но мы ни юридически, ни фактически не можем дать никакой ответ, потому что, ну что, мы должны будем по такому же автобусу бить? Конечно, нет. Мы установили при помощи Следственного комитета России, кто стоял за обстрелом первого автобуса. Пофамильно. Эти люди объявлены в розыск. Они находятся в розыске в базе и российской, и белорусской. И наши спецслужбы будут отслеживать их перемещение, мало ли они куда-то съездят на Бали. Вот эти преступники у нас на карандаше. Касаемо второго дрона, доказано, что это было случайное падение. Следственным то же самое нашими органами. Там никто не пострадал, кроме стекла и пару царапин у водителей. Ну, наверное, было бы глупо доставать полонезы и атаковать киевский режим с учетом того, что нам не хватает еще немного времени. Как минимум год до окончательной модернизации и до увеличенного резерва до 500 тысяч. С нынешних 350 тысяч человек нам надо довести этот резерв до 500 тысяч. И, конечно, мы этот момент, не скрою, оттягиваем. Момент вооруженного конфликта с украинским, точнее с киевским марионеточным режимом. При всем при том, что в целом Беларусь и белорусы не хотят воевать с украинцами и понимают, что украинцев в таких же находятся условиях, их как в заложниках держит банда вот этих абсолютно неадекватных, коррумпированных, безответственных преступников, которые окружают 10% вот этот креативный класс, НКОшники, селюки, вышиванковцы, которые делают на этом большие деньги, вылизывая зад кокаиновому фюреру. Поэтому мы прекрасно понимаем, что украинский народ
это наши братья, а мы братья украинского народа. И в целом-то абсолютное большинство украинского народа-то сбежало из этой тюрьмы, из этого нацистского государства. Они так, все, кто мог ходить и двигаться, и у кого хоть какая-то копейка была, практически все убежали. Там, к сожалению, осталось 10, по некоторым данным, 11 миллионов пенсионеров, которым бежать некуда. Поэтому царапины на автобусе это не является какой-то прямой угрозой белорусской национальной безопасности. Второй момент по поводу заявлений Путина. Впервые, во-первых, Путин вчера сказал касаемо буферной зоны. Ну, мы будем продолжать. Чем дольше и больше киевский марионеточный режим обстреливает территорию России, тем больше будет буферная зона, тем более, вот здесь внимательно надо слушать главнокомандующего России, это исконно русские, российские территории. Он 2 раза сказал, но наконец-то впервые сказал слово «русские». Это говорит о том, что все-таки президент России после ряда консультаций, после переговоров, президент России все-таки начинает быть более решительным. Вы понимаете, сложно, когда тебя окружают люди с паспортами иностранных государств, когда дают интервью, вот почитайте, что говорит Шувалов, почитайте, что говорит Греф, да, что говорит Матвиенко, вот, и все будет как раньше. Ну, военно-гражданское общество, рождающееся и рожденное в России, говорит, как раньше не будет. Это скажет и новый состав Государственной Думы, потому что в пятерке каждой из 5 системообразующих партий находятся представители СВО. Понимаете, они там отмалчиваться и отсиживаться просто так не будут, отбывая номер. Поэтому Путин впервые сказал, мы будем расширять буферную зону, и тем более это исконно русская, российская территория. Я в этом, значит, вижу сакральный смысл. Касаемо позиции Беларуси. Мы провели ряд консультаций. Конечно, эти консультации во многом были в весьма ограниченном составе. Я там не присутствовал. Но Сорока нашептала, что союзники стратегические, в том числе Китайская Народная Республика, с очень большим недоумением воспримет попытки украинской стороны превратиться в агрессора. И поэтому я думаю, что Зеленский на некоторое время, по крайней мере на летний период, сейчас затихарится. Вот вы обратите внимание, он синхронно шел по пружине, да, где-то с января-февраля, пригласил национал-предателей белорусских в Киев, потом пошли заявления, значит, о территориальных претензиях устами семьи этих владельцев секс-шопов, семейных Кулеба, да, значит, о том, что это северные, значит, земли наших, Киевского, там, Волынского княжества. Потом пошли уже ультиматумы, да, и потом пошли атаки на гражданское население Беларуси, убили впервые белорусов, вот мирных. И сейчас, я уверен, вот посмотрим, и дай бог, будем наблюдать, так что эту тему чуть-чуть уберут с повестки дня, потому что Зеленскому дальше по этой пружине, исходя из логики, ну, надо дальше эскалировать. Нет, смотрите, пружина-то другая. Ну как? Ну, смотрите, ну, бьют Белгород сейчас, выбивают подстанции. То есть будут точно так же работать, только тем, чем есть. Ну, не по Беларуси. Беларусь держит Западный фронт. Конечно, Белгород бьют, и другие города будут бить. И рынок в Токмаке – это ужасная трагедия. Ну, это тоже какие омерзительными надо быть подонками-нацистами. Ну, в принципе, это так и есть, что бить прямую по гражданскому населению. Причем по населению тому, которому ты заявляешь, это наше население. Оно ждет нашего возвращения. И вот ты бьешь по рынку в пятницу, в базарный день, целенаправленно. Это
том числе ответ на ваш вопрос. А можно ли принудить вот эту всю свору сатанистов, селюков, коррупционеров, сумасшедших, НКОшников, квартальщиков и инородцев, можно ли их принудить к какому-то миру? Нет. Смотрите, что они делают. Если удар по Киеву, к сожалению, произошла одна трагедия в результате работы украинской ПВО. Ну, вы просто представьте, если бы одна ракета российская целенаправленно попала бы в любой дом, дома бы не было, а этих ракет было от 50 до 70, Нет, по ну так данным дома и РАН. не было, понимаете. Мы же не можем с вами утверждать, что это ракета ПВО или не ПВО. Ну, тут тоже давайте... Я хочу сказать, что Россия бьет исключительно ночью, исключительно по военным объектам. Вот почему, казалось бы, им не дать днем, да? Когда там куча людей на заводах оборонных украинских работает. Потому что Россия старается минимальный вред нанести гражданскому населению. Да, случаются такие трагедии, когда либо украинское ПВО, либо, может быть, средства какие-то РЭП, отклонения могут привести вот к удару по гражданским. Но Тут возникает другой целенаправленно. вопрос. Смотрите, другой вопрос возникает. Ну, выходит Федоров и говорит, мы защищены как никогда. Выходит Зеленский в Ирландии, да, и говорит, так слушайте, давайте защищать Ирландию. То есть ПВО. Сегодня выходит советник Федорова, говорит, у нас с антибаллистикой все плохо, поэтому мы берем ракеты в долг, что потом когда-нибудь отдадим. У нас ПВО в долг, понимаете? И этот фактор не принуждает никого договариваться. Почему? Да, да потому что им все равно. Но завершая ответ на предыдущий вопрос, хочу очень важный момент сделать. Украинский преступный режим бьет днем в скопление гражданских людей. Днем бьет по Белгороду. Бьет по гражданской инфраструктуре, а не по военным заводам. Бьет как можно, чтобы больше было кровищи. И чтобы они это показывали, значит, в новостях, но уже со своими там картинками, своими подписями. Потому что про Старобельск никто из жителей Европы практически и не узнал. А если увидят эти кадры в Токмаке, там будет просто идти там в рубрике без комментариев, и немецкий обыватель подумает, что в очередной раз мирное население атаковала Россия. Вот. Значит, почему вы опять спрашиваете, я этот вопрос все время задаю, и военные эксперты задают, ну зачем ты ведешь свою страну, Украину, по пути геноцида, по пути утраты части территорий, по пути десуверенизации? Зачем ты это делаешь? Если ты хочешь остаться там в пантеоне, хочешь там жить и так далее. Они не планируют там жить. У них задача перебить как можно больше славян. Теперь я в этом убежден. Потому что, смотрите, из всех плохих решений режим Зеленского на любом треке выбирает всегда плохое. Ну хорошо, один раз, два раза, три раза это можно обосновать неопытностью политика. Но это можно было обосновать лет, наверное, 7 назад. А сейчас? Вот для чего ты это делаешь? Кому ты там предлагаешь ПВО, если у тебя своих ПВО нет? Зачем ты кидаешь в клещи в Лимане боеспособные подразделения, которые будут ликвидированы? Ведь есть же военно-оперативное, военно-тактическое искусство, да? И оно как бы предполагает, что если вот есть выгодные позиции, ну как бы ты туда ни кидался, ты будешь ликвидирован в данных условиях, не имея в том числе преимущества с воздуха. Но он это делает каждый раз. Посмотрите, в какого мясоруба превратился Сырский. Я думаю, что, слушайте, он либо агент ФСБ скрытый, и его задача перемолоть как можно больше украинских нацистов, либо он абсолютно бездарный руководитель и плохо учился в военных учреждениях. Потому что то, что он делает, это просто подрыв боеспособности украинской армии. И все любят к датам. Вот им надо саммит, да, был. Сейчас НАТО будет во вторник в Анкаре. Во вторник, в среду. Им надо к дате забежать, где-то флаг установить.
вот все время используют вместо военной тактики и стратегии, используют военный пиар. Поэтому мое предположение, что у нынешних руководителей Украины и стоит задача перемолвки. Ну, потому что в противном случае все их действия абсолютно непонятны. И еще непонятно, почему они не собираются и не хотят обсуждать какие-то мирные инициативы. Вот только в рамках конкурса капитанов Зеленский все время требует встречи с Путиным, да? Все время. Ну, понятно, что для чего эта встреча. Для того, чтобы произвести какой-то пиар, да, там, не знаю, напасть на Путина, там, порвать ему галстук, чтобы легитимизировать Зеленского, потому что его полномочия уже больше 2 лет как закончились с мая 2024 года, и он этой встречей будет себя легитимизировать. Кстати, по полномочиям, Юрий, с вашего позволения, как вы относитесь к дискуссии? Ну, во-первых, тут Залужный недавно вышел, сказал, я иду, если все будет осенью. Ну, там пересказывают, конечно, что якобы Зеленский поговорил с Залужным, а Залужный уперся, сказал, нет, я, в общем, от планов не откажусь. Но это такая, знаете, более такая, ну, новелла какая-то. Ну, в общем, сложно это перепроверять, но тем не менее. Но заговорили же вовсю, а давайте Украина не будет стрелять по России, потому что в России выборы. А на Украине тоже сколотят быстренько выборы, и Россия не будет стрелять, когда будут выборы. Ну и вот такое получится увесистое перемирие, но не под соусом переподготовки, а вот под соусом политическим. Как вам этот соус на вкус? А чем, простите, Геринг лучше Гитлера? А Геббельс лучше Геринга? А Гиммлер лучше Геббельса? Чем? Оно все с одним вкусом. И послевкусие это уже украинский народ и русские, белорусские народы ощущают уже на протяжении 4,5 лет. Если кто-то думает, что Залужный будет чуть лучше и начнет как-то договариваться, нет, он также повязан кровью, это раз. Два, надеюсь, в Кремле, я не знаю, поведутся они ли в очередной раз на эту хитрость, но они прекрасно понимают. И надо этот вопрос разъяснить тем, кто действительно верит вот, в возможность проведения каких-то честных выборов и так далее. И говорит, слушайте, так давайте проведем выборы, да? И их на вилах украинский народ через электоральную революцию, которая их весь ненавидит, несмотря на их миллионы ботов в соцсетях. У нас сами украинцы живут сотни тысяч. 200 тысяч украинцев живут в Беларуси, приехавших с Украины. У них всех есть родня. И я постоянно говорю с некоторыми людьми, и мы знаем настроение украинцев. Они ненавидят нацистскую банду. Основная масса населения. Но в сетях, как вот на фронте, да, на фронте провал полный у ВСУ, а в сетях они уже, слушайте, заблокировали Крым, и вот-вот на набережной Ялты будут кофе пить. Та же история и среди народа. Не, этот народ поддерживает. Еще раз говорю, поддерживает 10% украинского общества. Селюки, НКОшники, вышиванчицы, галичане и так далее. Основная масса народа хочет жить в мире и согласии. И вот здесь есть такая британская ловушка. Скажут, так давайте, сейчас быстренько изберут пророссийского, может, или нейтрального кандидата, да? И мы дальше приступим к, значит, какому-то договоренностям. Вы знаете, мы видели, как проходили выборы в достаточно мирной пока еще Молдавии или Молдове. Мы видели, как проходили выборы у Пашиняна, за которого, то как же украинцев спросишь, кого, говорит, мы, говорит, не знаем. Все, кого не спрашивали, ненавидят Пашиняна. Сами вот армяне мне говорили. Вот так же пройдут выборы и у Зеленского. Зеленский – это человек-биодрон.
Это человек-смертник. За все преступления перед украинским и другими народами он прекрасно понимает, чем будет Слушайте, ну отвечать. давайте тоже будем... Он сфальсифицирует Давайте выборы. так. Давайте, так понятно, что смотрите. Ну, вот видите, а вы тут же думали, вопрос... Залужный станет? Нет, тут же вопрос в другом, понимаете? Так может Зеленскому это и надо, переизберется и станет на мирные рельсы. А чего? Вопросы ему никто задавать не будет. Он же как победитель войны, они придумают, как закончившуюся войну выдать за победу. Плюс у него будет статус, который не позволит его ликвидировать, потому что, извините, взрывчатка рвется уже и в Монако, да, вокруг бизнеса. То есть, опять-таки, там ищут какую-то эту женщину, она там то на себя похожа, то не похожа, потом оказывается там подвязки с сыном Ермолаева Артуром. В общем, там своя вот эта вот вся история. Пытаются медийно увести, что это не политическая, не спецслужбистская история. Не деньги того же Залужного, например, на предвыборку, вроде как Ермолаев. Но это опять-таки, это все... Ну, судачат люди, да, то есть мы не понимаем четко, может, это внутренние бизнес-разборки, но дроны, ну, то есть взрыв-пакеты, да, вот эти, да и скоро и дроны будут, наверное, уже в Монако, там, где тихая гавань старых элит, понимаете, то есть, ну, то есть он себя обезопасил, он переизбрался, но признала же Россия Порошенко после всех событий. И ничего страшного, и жму руку, обнимаю, и все дела. И ну, ну, был такой Донбасс. Сейчас получается Донбасс только чуть-чуть побольше. Смертей побольше, горя побольше. Украина поменьше стала, да, во всех смыслах этого слова. Но ничего страшного, вот Зеленский будет себе править, да, стремиться и рассказывать, что вот сейчас, послезавтра очередной кластер откроют, пойдем мы в Европу. И будет как Моисей водить 40 лет народ украинский по пустыне в сторону Европейского Союза. Ну, то есть с белорусами цап-царап там по-своему, ну ничего страшного, кто-то может прикроет, или Китай там, или та же Россия, или ядерное оружие, или объяснят, скажут, что там не трогайте до следующей там какой-то итерации, когда будет большая европейская война, да, то есть, ну и хорошо, и будет себе править, но люди перестанут гибнуть и перестанут, ну, вот этот вот ужас, скажем так, продуцировать на гора. Чтобы люди не гибли, не Моисей, а Зеленский должен, наверное, водить свой народ, а не украинский, и покинуть Украину. Но я хочу сказать, что вот именно признание Порошенко, признание конституционного переворота в Украине привело к трагедии с сотнями тысяч, а некоторые говорят и миллионами жертв. Я, знаете, до сих пор не хочу верить в эту цифру 2,4 миллиона, которую нам озвучили. Но, наверное, это 2,4 миллиона не только погибших, но и раненых, пропавших без вести, инвалидов без рук, без ног. Наверное, это все-таки близко к реальности. Так вот, в очередной раз Россия такую ошибку не допустит. Украинские нацисты хотят под предлогом выборов перегруппироваться, успеть оборудовать позиции, потому что после славянско-краматорской операции у них там голое поле. Ну, есть фортификационные сооружения. Слушайте, ну одно дело 10 лет укреплять города, а другое дело в спешке укреплять последние полгода. Логики Это не вижу. совершенно... Ну вот смотрите, не вижу логики. Так а что получается? Россия хочет идти дальше? Буферная зона... Конечно. Подождите, буферная зона зона. до Вислы? Почему довисло? На первом Нет, этапе, смотрите, я не знаю, давайте планы. так. Закончится, например, там поставленная задача по Донбассу. Рано или поздно Да. украинские военные говорят о том, что рано или поздно, ну там кто-то дольше, кто-то меньше, все равно Донбасс падет. Будет там щебень один или там что-то как-то уйдут, это уже дело техники. Ну хорошо. После Донбасса останутся конституционные территории Да. Российской Федерации. Посмотрим, как там. Согласятся по линии, не согласятся. Но это не вся Украина. Ну, то есть, понимаете, Правильно. в чем дело? Вот вы говорите там, они укрепятся. Укрепятся ради чего? Вы только что приводили пример, что людей нет.
да, дронами освобождать что-то. Нет, можно серьезно подгадить. Ну вот, например, как Крым. Да. Можно мост перебить вот этими фламинго, можно еще что-то. Но физически, можно десант даже высадить. Но этот десант, это будут, помните, Крынки были такой, был такой Да. эпизод в этой войне. Они там сидели, пока в конце концов, в общем-то, Положили всех морпехов не украинских. закончились эти морпехи, понимаете? Правильно, они укрепляться на дальних рубежах, будут осуществлять террористические акты, как вот, например, на рынке в Токмаке, будут перерезать логистику, будут осуществлять атаки. То есть мы будем выстраивать, мы это в рамках союзного государства, я всегда говорю мы, про Россию и Беларусь. Мы будем восстанавливать, в том числе при помощи Беларуси, наших 4 цементных заводов, будем восстанавливать, допустим, Краматорск, а они его будут разрушать, и так бесконечно. Поэтому от Краматорской агломерации, это, кстати, не только украинские военные говорили, что выйдет рано или поздно армия российская. Мы это в эфире все время говорим, уберите войска на линию разграничения. Это будет первый шаг к миру, потому что все равно туда выйдут русские войска. Все равно. И, значит, надо будет уже буферная зона, уже к буферной зоне, понимаете? Сначала буферная зона к Краматорской агломерации. Если она не поможет, Путин же вчера сказал прямым текстом, чем больше будет атак, тем больше будет буферная зона. Какой отсюда вывод? Даже не сильно образованному Зеленскому. Значит, меньше атак, меньше буферная зона. А значит, если вообще нет атак, может и вообще нет буферной зоны. Поэтому российская армия пойдет в сторону Днепра. И, на мой взгляд, обеспечить безопасность в полной мере всей Новороссии и ДНР. Кстати, вы обратите внимание, если раньше все время и Путин говорили, и другие про ДНР, только про Донецкую, да, ни слова про... Уже и Новороссия. Уже и Новороссия. Это очень важный момент. В Новороссию, потому что вы знаете, что входит? И Харьковщина, и Николаевщина, и Одещина. Это все Новороссия, извините. Может, он тоже имел это в виду. Поэтому надо выходить на линию Днепра. Надо отрезать украинский режим от Черного моря. Тогда британцы потеряют не полностью, но в 2-3 раза снизится их интерес, потому что у них в интересе стратегическом прежде всего морские государства. И тогда мы воссоединимся с Приднестровьем, в которых 500 000 граждан Российской Федерации. И рано или поздно они будут находиться в состоянии тотальной блокады. И это является одним из расшифровкой термина геноцида. То, что устроит скоро, может быть, даже рано, чем позже, режим Санду и режим Зеленского жителям Приднестровья. Слава богу, Санду пока еще соображает, она чуть-чуть умнее Зеленского и обученнее. Поэтому, значит, с чего начать надо мир? Вот понимаете, мир надо начать с мирных заявлений. Вы слышали хоть одно мирное заявление? Вот даже на руинах в Киеве Зеленский говорит, а мы еще больше им ответим. Еще больше ответишь, еще больше получишь. Ведь есть же рэперные точки, есть вопросы, которые требуют разрешения. И мне кажется, что новое поколение российских политиков, которое сменит рано или поздно, может быть, через 5, через 10 лет, нынешнее руководство России, оно эти требования все ужесточит. Вот я вот убежден. Понимаете, Почему? тут Потому тоже, что... я понимаю, о чем вы Да. говорите, потому что в Госдуму там придут военные, да, условно. А потом, Госдума это же... я не хочу, скажем так, никого обидеть, но это вряд ли центр принятия решений в полноценном смысле этого слова, да. Но тем не менее, да, сейчас это так, да. Когда это не как бы как флешка и принтер, и печатают все, что дает САП, а смотря кто туда придет. И люди, которые рисковали жизнью, они могут уже флешки давать в АП и говорить, что печатать. И есть ряд вопросов,
которые требуют разрешения. Вот я как с 22-го написал, вот эти, помните, у вас озвучивал 12 пунктов. Они требуют все разрешения. Это прежде всего отвод украинских войск. Вот если они сидят, креативят, думают, как остановить войну с меньшими потерями. Надо отвести войска на конституционную линию и, значит, закрепленную в Конституции Российской Федерации, с моей точки зрения, и предложить ограничиться ударами, ну, по линии боевого соприкосновения, плюс-минус, там, не знаю, 50 километров, предложить свою инициативу, а давайте прекратим удары по гражданской инфраструктуре. Пойдет ли украинский режим на это сейчас? Нет. Надо отменить все дискриминационные меры, допустим, для того же участия в выборах. Откройте свое информационное поле. Информационное поле такое, как в гитлеровской Германии и в газете «Трезуб» апреля 1945 года. Все журналисты под санкциями, все политические силы запрещены. Смотрите, ну это вообще уже как бы дело пятое, вы же видите, об этом уже все меньше и меньше вспоминают. Под санкциями, ну и под санкциями, ну сидит кто-то, ну и пускай сидит. Причем вроде как только заговорили, может кого-то отпустить. Не, никого не отпускают. Это Лукашенко всех отпускает, понимаете, а Зеленский никого не отпускает. Но тут другой момент, очень важный. Вы говорите о смене политического, ну, поколения, возраста, да, то есть вот об этом. Сейчас происходят очень две интересных мировых, масштабных вещи, да? Ну, то есть почему мировых? Я объясню, потому что весь мир трясло от войны США и Ирана, там же Израиль тоже, да, то есть понятное дело. И вот сейчас два события. О событии первом мы уже там немножко вскользь упомянули. Это день рождения Америки, 250 лет. Но тут так интересно получилось. Это по поводу поколений. Выходит Трамп и слово держит. Значит, на горе Рашмор. Призывает бороться с коммунистами. С коммунистами бороться. Ну, он под ними поднимает, наверное, ультралевых вот этих, да, но тем не менее. Но видно сразу невооруженным глазом, как политтехнологи Белого дома пытаются напугать, да, вот, избирателя вот этим злым коммунистам, как фантомные боли, чтобы проснулись, вот это все. Значит, ультралевые этот вызов от Трампа приняли. Выходит вот этот Мамдани, с которым они там ссорились, мэр Нью-Йорка, а потом помирились. Выходит, берет, причем для своего выступления, стол Джорджа Вашингтона, он у них там в Нью-Йорке хранится, и, в общем, уличил США в расизме, дискриминации, социальном неравенстве. Ну, короче, такой непраздничный у него получился спич. И, в общем, покритиковал войну в Иране и власти олигархов над Соединенными Штатами Америки. А в самом Иране начинается вот эта вот, ну, процессия, да, вот это похорон. Там уже Медведев съездил, и возят по городам, в общем, прощаются все с Хаминеи, которого убил, в общем-то, союз США и Израиля в процессе переговорном. И уже там четко на транспарантах призыв, что сделать с Трампом. Ну, то есть лишить его жизни, фактически. Я почему вот это вот все окутываю в тему новых политиков? Вот смотрите. С одной стороны, то, что в Иране хоронят Хаминеи, это хорошо. Это потому, что это четкий сигнал, что война закончилась. Можно там давать свои оценки, говорить, Трамп проиграл, другие скажут, да нет, Трамп победил, но, то есть, все. То есть, этот этап закончен. Хаминеи в земле и так далее. Но надо немножко знать и понимать, хорошо, а кто вместо? И Хаминеи не умер своей смертью от того, что испугался, что рядом ракета пролетела, схватился за сердце и умер. Его убили целенаправленно, били конкретно. Американцы, да, вместе с израильтянами. То есть и следующее поколение будет жить с этим шлейфом. Внутри Америки точно такая же история. Давайте всех напугаем коммунистами. Да, ой, страшные коммунисты. А коммунисты приходят к власти там в ряде штатов и говорят, ребята,
Ну, нас там, конечно, леваками, ультралевыми называют, но мы хотим дать бесплатный супермаркет, чтобы ты пошел. От каждого по способностям, каждого по потребностям. Помните этот лозунг? То есть мы видим абсолютно другое перерождение политики, которое, вот этот хаос, сейчас происходящий, возьмет за фундамент. Что это может быть за конфигурация? Конфигурация это будет основанная на полном отсутствии правил, норм, этикетов и всех итогов Ялтинской Потсдамской конференции и всех последующих конференций от Хельсинки до Рейкьявика. И это, конечно, пугает, потому что то молодое поколение политиков, особенно на Западе, которое собирается сменить действующих политиков, оно у них атрофированы все понятия вообще, не только о добре и зле, но понятия даже биологические. Поэтому то, что будет на Западе, я просто сейчас представляю уже, ну, мне не смешно. Наша перестройка, это им покажется в исторических учебниках, как ее описывали, со всеми теми очередями, бунтами и так далее, цветочками по сравнению с тем, что будет там, особенно с учетом того, что они завезли туда миллионы мигрантов. То есть там, где мигрантов нет, там ситуация будет достаточно стабильной. Ну, в Европе таких стран не так много. Ну, например, та же Польша. Слава богу, она оберегает свою идентичность. А там, где они завезли сотни тысяч миллионов мигрантов, и они идут сейчас уже в политику, мы смотрим весь этот ужас в Британии, кто там становится мэром, и в какой обстановке они проводят заседания там громад и городских советов. Конечно, ничего хорошего не ждет. Будет идти процесс регионализации. И вот важно в этом процессе регионализации выбирать союз и как-то вместе держаться. Для того, чтобы сохранять и свою национальную идентичность, и свою культуру, свое население. И очень жаль, что в украинском нынешнем политическом классе мало людей, которые понимают, что нам, России, Беларуси и Украине, надо держаться вместе. Мы должны быть таким первым кругом, да, сердцем, если не Евразии, то вот восточного славянства, чтобы защититься от того, что нам эти мамади будут показывать со всех сторон. Но еще более важный момент, вот мы говорим, почему очень важна эта смена поколений для специальной военной операции. Да? Потому что тут фактически столкнулись два поколения. Да? Пожилое со стороны Кремля и более молодое, дерзкое, динамичное. И, соответственно, вот эту всю дипломатическую этику и школу пожилых, молодые, дерзкие, там, зеленые шакалы, не обстрелянные, они воспринимали как слабость. Они не умеют читать сигналы. Они не умеют смотреть вот на взгляды, на рукопожатия, да? Вот когда президент Лукашенко приехал к товарищу Си, ну, все было понятно. Особенно после семейного обеда. Кто умеет читать, это фактически сигнал. Зеленскому и его банде. Не лезь, не лезь. Но они читать не умеют. И это привело к вот таким тяжелым последствиям и к тому, что СВО затянулось на практически 5 лет. Еще неизвестно, чем закончится. Но что было бы, если бы в Российской Федерации были такие же молодые, дерзкие политики, а тем более, если они сменятся на обстрелянных? Ответ Зеленскому и креативных будет гораздо эффективнее. И тогда вот действительно можно говорить, с учетом того, что в Польше сейчас заговорили о Восточной Малопольше, говоря об Украине, да? А я еще напомню один вопрос в повестке дня польского совбеза, когда начиналось СВО, если вы помните, да? Они обсуждали на белом глазу о том, как ввести войска в Украину. Или в западную часть, которую они считают своей территорией. Так они уже сейчас называют Малопольша.
Мало Нормально. Восточная, мало Польша. Это сейчас в польский политический язык войдет очень эффективно. Несмотря на то, что глобалист Туск и еще больше глобалист Сикорский пытаются как-то наладить отношения, им уже это не получится. Произошел коренной перелом польского сознания. 46% поляков ненавидят украинцев. Вместо 17, которых были, это данные польского еженедельника, то ли впрос, то ли факт, вместо 17%, как было 22. Так а тут же легко это Значит, лечится. Ну, это ж, вы же видели, Телеграф и Анет написали, что будут россияне там сейчас подготовятся и ударят из Белоруссии, из Калининграда по Польше. Россия нападет на Польшу. И вот смотрите, и вот это все, вот это вот все. У Зеленского тоже был рейтинг 16%. Ужас там, да. что было. Но условное откуда, вторжение россиян его вывело вот на эти высоты. И сейчас точно так же будут спасать вот это отношение. У нас же уже говорят уже политики о том, что вот поляки, как только отворачиваются от украинцев, сразу у них государственность теряется, тоже А зачем, намекают. Александр, а зачем нам нападать на Польшу, если в Польше не отбирают наши храмы, не скверняют, значит, наши могилы? Они переносят, вот я хочу тут заступиться за поляков, переносят, да? И сейчас, на сегодняшний день, в Польше больше сотни военных кладбищ советских военнослужащих. И вы удивитесь, они все пострижены, досмотрены, и государство выделяет деньги на их поддержание. Действительно, есть некоторые такие резонансные памятники, которые местные громады приняли решение снести либо перенести, но в целом кладбище все в порядке. Я даже получил оттуда альбом целый с фотографиями, как они содержатся и, значит, польским народом, не властью, местным самоуправлением. В основном они содержатся за счет государственных средств из местного самоуправления. То есть поляки более человечность показали, чем украинские нацисты. Они не убивают русскоязычных, они не запрещают разговаривать на своем языке или там слушать Стаса Михайлова. Кто-то скажет, так а потому что там нету русскоязычных. Ну да, наверное, в том числе поэтому. А смотреть, как украинский режим издевался над русскоязычными украинцами, как убивал их, как запрещал, как загонял в гетто, как запрещал политические партии, как запрещал журналистов, как ликвидировал телеканалы, мы не можем, потому что это наше пространство. Если бы Польша тоже входила в наше пространство, ей бы стоило бояться. А сейчас ей нет никакого смысла на нее нападать или как-то щелкать по носу. Вот, поэтому мне кажется, эта угроза все-таки именно в отношении Польши дутая. Но я что хочу сказать, что Зеленский должен молиться на кремлевских дедушек. Если пришли, когда придут герои СВО и придут креативные ребята, разговор будет другой. Я бы в первые дни войны, вот берешь просто 4 пункта, вот первые же дни войны. Понятно, что даже если позвонил этим креативным ребятам Макрон, он был бы послан, а не войска бы отвели от Киева. Послан далеко и надолго. И 4 берешь, вот 4 задачи ставишь Генштабу, значит, в первые же дни. Первое. Мосты через Днепр. Если не разрушить, то сделать непригодным перемещение. Второе. Порт Одесса. Слушайте, это же анекдот. 5 лет он отгружает грузы. Это что такое вообще происходит? У нас что, бэков нет недорогих? Есть. Третье. 4 пункта на границе Западной Европы и Украины смены колесных пар. 4 пункта. Эти пункты должны гореть. И четвертое, естественно, Бескидский тоннель. 2 ветки. И которая построена в 2007 году, и которая построена при царской России. Естественно, перед всеми ударами, уведомляя гражданское население о том, что немедленно покинули зону, как делает Израиль, допустим, прежде чем наносить удар по гражданской инфраструктуре, они даже звонят жителям, условно говоря, дома и говорят на арабском языке,
покинуть территорию. Естественно, надо покинуть территорию, потому что нацистский режим всегда прикрывается гражданским населением. Да, и потом еще рассказывают всякие фейки, когда русская армия наносит удар, да, и там по 2-3 дня детонирует. Что не возьмешь, у них это были кофеварки, костюмы сценические, но в последний удар книги. Уникальная коллекция книг. Аж 3 дня детонировала. Так вот, я вам привел к чему этот пример. И привожу Зеленскому и его окружению. Договаривайся сейчас, пока не поздно, с кремлевскими, значит, так сказать, руководителями, с руководителями России нынешнего поколения, которые могут проявить человечность даже после того, как вы 20-й раз их обманули. Чем придет и обновится политическая власть, сначала в Государственной Думе местных выборах, И а начнет потом и в обманывать сама. президентуре. Что вы говорите? И начнет обманывать сама. Не обманывать, Нет, а добиваться обманывать, целей подождите. специальной военной Да, операции. с Более эффективным с помощью способом. военной хитрости и того же обмана, понимаете? И того же обмана. То есть с открытыми картами никто не хочет садиться играть, понимаете? Поэтому раз смена поколений, это к чему мы с вами, чем мы и завершаем эфир сегодняшний, раз для этого поколения там надуть, обмануть, в общем, ну и другие синонимы этого слова, это нормально, да, то, значит, будет так себя вести вот уже, ну, скажем так, все больше и больше стран, политиков, полюсов, или как там можно выразиться, геополитических, и тогда будет совсем другая политика, безусловно. И Я бы тут, Александр, другой глагол подобрал с точки зрения новых российских и белорусских политиков. Не надуть, обмануть, а адекватно отвечать. На удар – ударом, на подлость – подлостью, на хитрость – хитростью. Мне кажется, это будет более эффективно. И если бы так отвечали, начиная еще с конституционного переворота, они эти шуры-муры делали, Альфа-банк и Сбербанк, накачивая украинскую экономику после прихода к власти незаконного Порошенко, то такой бы трагедии не было. Но такие времена настанут. И вот когда такие времена настанут, от украинского суверенитета и государственности может остаться еще меньше составных частей. Поэтому, на мой взгляд, господину Зеленскому и всей антиукраинской клике, которая его окружает, надо предложить какие-то здравые шаги для того, чтобы российская сторона пошла на переговоры и пошла на возможность проведения выборов. Для этого надо авансировать. Нужен аванс. Посмотрите, когда к нам приехали американцы, мы не просто освободили их фактически агентуру в огромном товарном количестве. Мы отдали им топов, самых жирных, аллегорически говоря, но это касается и буквально, если берем речь об Бабарике, и не буквально, если говорим о Тихановском, самых жирных политических, так сказать, сидельцев отдали вперед, без всяких условий, в качестве доброй воли. Правда, они нас опять кинули. Калий, транзит до сих пор не открыт. Поэтому украинскому политическому классу надо задуматься, особенно после сегодняшнего падения Константиновки. Задуматься ради сохранения Украины. Так его уже опровергли. Ну, тогда продолжаем. Да, его уже, ничего страшного, там на картах ничего не зарисовано, успокойтесь, это все, это типа Купянска что-то, это вот, это, не волнуйтесь. Я понял, тогда 26-й год продолжаем. Да, Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня, спасибо большое за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео, напишите в комментариях, с чем согласны, а с чем нет. И самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.